Здравствуйте, уважаемые зрители! Это видео посвящено мировоззрению человека о Вселенной и мироустройстве. Его основу составляют 5 рассказов из книги Владимира Бутромеева «Притчи всех времен и народов». Избушка или кто создал этот мир? Один юноша после обучения наукам пришел к выводу, что мир существует по естественным законам, причинам и следствиям, и никакого Бога нет и не было. Но кто же создал этот мир и нас самих? Спросил юношу мудрец. Мир состоит из элементарных частиц, которые существовали всегда. Они двигаются, притягиваются, отталкиваются, перемешиваются миллионы лет. Складываются разные комбинации. Так возникают малые системы частиц, атомы и молекулы. Они тоже хаотически двигаются, образовываются звезды, планеты, Вселенная, а потом и живая клетка, и человек, уверенно объяснил юноша. Мудрец повел юношу в тайгу. Несколько дней они шли среди сосен и елей, и, наконец, вышли на полянку, на которой стояла избушка, охотничья заимка. Усталые, промокшие и продрогшие путники вошли в избушку. Они нашли в ней приготовленные сухие дрова, в печи были спрятаны от влаги соль и порох. Путники растопили печь, сварили себе поесть, высушили одежду и отдохнули. На другой день они заготовили дров, убрали в избушке и продолжили свой путь. «Как ты думаешь?» – спросил мудрец юношу. «Кто построил и оборудовал эту избушку?» «Охотники, промышляющие белку и соболя», – ответил юноша. «По законам тайги все, кто пользуется избушкой, должны содержать ее в порядке». Мудрец улыбнулся и ответил: «Тебе, объясняющему происхождение и существование мира по естественным законам, логичнее было бы предположить, что за многие столетия бури валили деревья, случались землетрясения, все перемешивалось до тех пор, пока из стволов деревьев не сложились стены заимки. А из бревен, расколовшихся на доски, крыша, пол и стол, за которым мы ели. А из камней образовалась печь, а из разных материалов соль и порох, а сухие дрова тем же образом сложились около печи», — сказал мудрец. Юноша ничего не ответил, а только задумался. Через несколько дней путники вышли к океану. Недалеко от берега шел огромный океанский лайнер. Он светился сотнями огней. На палубах толпились люди, из труб валил дым. Был слышен шум могучих двигателей. «Скажи», — спросил мудрец юношу, — «неужели этот корабль с его командой и пассажирами, двигателями, картинами, развешанными в каютах, можно создать, перемешивая атомы и молекулы? И как ты думаешь, неужели Вселенная устроена проще, чем та охотничья заимка или этот корабль?» Юноша ничего не ответил, но задумался. А мудрец ничего другого от него и не хотел, потому что и сам он ничего не мог сказать, когда речь заходила о Боге и сотворении мира. Все правильно, или какого размера должны быть орехи? Однажды Хаджа Насреддин собирал грецкие орехи и думал: почему Бог сделал орехи такими маленькими? А ведь как было бы хорошо, если бы он сотворил орехи размером с хорошую дыню или даже арбуз. Набрав мешок орехов, Хаджа прилег отдохнуть под ореховым деревом. Он уже почти уснул, как вдруг с ветки упал орех и попал ему прямо в лоб. Насреддин поднялся, пощупал лоб и сказал: «А все-таки Бог все сделал правильно». Ответ на просьбу или о несоизмеримости великого и малого. Однажды, когда Хаджа Насреддин был муллой,
он услышал, как один человек в молитвенном экстазе воскликнул: «О всемогущий Господь! Как ты велик! Что для тебя вечность?» В мечети, кроме этого человека, никого не было, и хаджа громко ответил на его вопрос. Всего лишь мгновение. Молящийся услышал его голос и решил, что беседует с самим Богом, и продолжил: «О всемогущий Господь! Как ты велик! Что для тебя 1000 золотых?» Всего одна монета. Продолжил свою шутку Насреддин. «О всемогущий Господь! Не спошли мне одну такую монету?» Попросил молящийся. «Хорошо. Подожди один миг», — пообещал хаджа Насреддин. Длинный месяц или о могуществе падишаха. Однажды падишах Акбар призвал к себе своего визиря, знаменитого мудреца Бирбала, и сказал ему: «Хочу посоветоваться с тобой вот по какому вопросу. Решил я удлинить месяц вдвое. Думаю, что так будет удобнее проверять всю отчетность по хозяйственным делам в государстве. Что скажешь?» «О, владыка!» — притворно восторженно воскликнул Бирбал. «Какое мудрое решение! Ведь все подвластно вашей власти. И как это будет прекрасно! Молодая луна теперь начнет пребывать ровно вдвое медленнее, а после полнолуния вдвое медленнее убывать». Акбар призадумался и понял, что в этом мире есть вещи, которые ему не подвластны, и даже он не может по своему желанию удлинить месяц, и отказался от своего намерения. Вечный вопрос, или что было первым? В глубокой древности к знаменитому философу пришел крестьянин и спросил: что было первым, курица или яйцо? Ведь яйцо снесла курица, значит, сначала была курица, а потом яйцо. Но любая курица когда-то вылупилась из яйца. Значит, первым было яйцо. Что же было первым, курица или яйцо? Философ долго думал, но ответить на вопрос, что было первым, курица или яйцо, не смог. Прошло пару тысяч лет. Прославленная французская академия наук объявила конкурс на сочинение о том, что было первым, курица или яйцо. Победителя ожидала большая премия. Но ее так никому и не вручили, потому что никто не ответил на вопрос, что было первым, курица или яйцо. Прошло еще несколько сот лет. Наука добилась невероятных успехов. Человек расщепил атом, расшифровал геном. Телескопы, запущенные в космос, сфотографировали самые далекие уголки Вселенной. Но когда выдающиеся ученые собрались на международный конгресс, и один простодушный журналист задал на пресс-конференции вопрос: что же все-таки было первым, курица или яйцо? Ответа на этот вопрос он не получил. Это были рассказы из книги Владимира Бутромеева «Притчи всех времен и народов», которые были посвящены мировоззрению человека о Вселенной и мироустройстве. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. Это поможет продвижению этого видео и всему каналу. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!